Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина вас ревнует? Кто же вас ревнует? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что же сейчас происходит в вашей жизни. Вот сразу хочется сказать, что вы как будто начали жизнь с чистого листа. Вот начали какой-то, вот знаете, новый свой путь, обнуление. Это обычно проигрывается после того, как человек разрывает старые отношения, да, и начинает жить совершенно новой жизнью. Я думаю, скорее всего, так и случилось, да, вот именно разрыв семьи был, либо же серьезных таких длительных отношений, может быть, у некоторых. Причем я не могу сказать, что вы забыли эти отношения. Вот вы сердитесь, вы злитесь, но вы все равно еще живете в прошлом. Причем вот вы вроде бы и хотите уже начать новую жизнь, вы вроде бы хотите в будущее идти, вот дальше идти, да, вот своим путем, но все равно вот с оглядкой на прошлое. Вы, может быть, даже других женщин, с которыми вот встречаетесь, знакомитесь, да, либо просто даже смотрите, ну, на окружающих, я имею в виду. Может быть, даже вот как-то сознательно или подсознательно, но вы можете с бывшей сравнивать, да, может быть, бывшая была красивее, там, стройнее и так далее. Ну, то есть она еще у вас в душе осталась, я не могу сказать, что вы ее выбросили. Вот совершенно не выбросили вы ее из души и сердца, вот что бы вы ни говорили. Да, вы можете не признаваться в этом, но если вот копнуть глубоко, то рана еще болит, вот все равно болит. Вы такой человек, знаете, который умеет очень руководить, командовать. У вас могут быть в характере даже такие вот взрывоопасные какие-то нотки, да, вот может быть вспыльчивый характер проигрываться, какая-то вот импульсивность. Может быть, даже вы любите командовать, да, вот особенно вот на работе, вообще вы любитель покомандовать, да. Ну, в принципе, у многих мужчин это есть в характере, потому что, ну, природа такая, мужчина и в семье голова должен быть, а на работе тем более. Вы, я бы сказала, что как будто вот, ну, я думаю, скорее всего, это после разрыва вы стали вот более эмоционально холодным человеком. Если раньше вы, может быть, были более таким вот, ну, я не знаю, вот даже не знаю, как слово подобрать, да, ну, как-то мягче были, да, наверное, может быть, даже добрее в чем-то были. Сейчас, вот именно после вот этого вашего периода разрыва, вы как-то ожесточились, да, у кого-то это может отражаться в недоверии к женщинам, у кого-то это вообще какая-то вот, ну, знаете, злость на всех женщин. Так тоже бывает у некоторых мужчин, что одна женщина сделала больно, а он потом всех женщин просто ненавидит. Но это такой вот отголосок, отпечаток своего рода. Поэтому у вас тоже есть такой вот, знаете, вот хочется сказать, вот почему-то у вас в душе как будто зима сейчас. Вот чувства ваши, да, вот эмоции как будто заморозились. Вот зима в душе и гололед. Вот знаете, бывает даже вот состояние, когда внутри, ну, такое ощущение, что вообще эмоций у тебя нет. Вот выжженное поле просто, вот вообще нет эмоций. Вот у вас приблизительно так может проигрываться, что ну как-то вот замерзло все в душе, да, вот нету человека, который мог бы вас отогреть, да, вот новой женщины я пока не вижу. И к женщинам, вот я все-таки думаю, что какое-то у вас больше агрессивное настроение вообще к женщинам, не какой-то конкретно одной, а вообще просто из обиды вот этой вашей бывшей. Так, смотрим. Какая же женщина пришла к нам на расклад? Кто же вас ревнует? Сейчас вы будете снова в шоке, ребят. Ну, кто бы сомневался, пришла женщина, с которой у вас был тяжелый период. Женщина, с которой вы бодались, ругались, вот, да, с которой у нас башня произошла, вот, разрушение.
с которой вы не хотели бы даже вот все равно сейчас вот не хотели бы общаться. Хотели бы забыть, как кошмарный сон, но не можете пока забыть. Вот это ваше наваждение. Вот она пришла к нам на расклад. Эта женщина очень такая вот агрессивная, я бы сказала. Она скандального характера, причем женщина, которая может сделать из мухи слона, она может придраться к чему угодно, да, вот такие женщины, которые, ну, не поддерживают мужчин, а наоборот их топят, да, вот я думаю, у каждого из вас есть такой пример, либо у себя, либо у своих знакомых, да, вот вы знаете таких женщин, когда мужчина приходит, допустим, домой, да, с проблемой какой-то, грустной, печальной, и так плохо, да, что-то не получается, может быть, проблемы по работе, а женщина вместо того, чтобы поддержать, она начинает еще больше добивать и говорит: я же говорила, да, ты такой сякой, ты неудачник, у тебя ничего не получится, да, руки-крюки и так далее. Ну, то есть вот такого она склада, она эмоционально холодная. Я думаю, вы давно забыли с ней, что такое вот какая-то, ну, женская ласка, женская забота, вот так, как оно должно быть в нормальных отношениях и в нормальной семье, да. Как обычно у нас делают, да, вот в нормальных семьях, когда мужчина приходит домой, жена встречает там с теплым ужином, да, обнимет, поцелует, спросит, как день прошел и так далее. Она к таким женщинам не относится. Я думаю, вы давно уже забыли, что такое женское тепло. Именно вот с ней, когда проживали там, либо были в отношениях. Ну, то есть с ней был очень такой тяжелый период. Давайте, что-то я углубилась в эту бывшую, что-то я уж слишком ее много описываю. Давайте-ка отбросим ее, да. Прошлое отошло. И смотрим, почему же она вас ревнует? Что же такое случилось? Что за тараканы у нее пробежали? Так, ну да понятно, ну кто бы сомневался. Она, знаете, она только вот сейчас начинает, ну, вернее, не только сейчас, но уже через какое-то вот время после вашего вот разрыва, так скажем, либо развода, вот она только сейчас поняла, да, вот настолько она была не права, насколько она потеряла мужчину, достойного мужчину, ну, естественно, в вашем лице. Она сейчас начинает кусать локти. Я думаю, локти вкусные у нее. Она понимает, что она больше не будет иметь того, чего имела. Вот она, знаете, как будто сейчас в таком вот состоянии, ну, я не могу сказать, что прям отрешенная, но грустная и тоскливая, и, конечно. Вот она тоскует за вами. Она очень переживает, чтобы у вас не ладилась вот именно новая личная жизнь. Она не хочет, чтобы у вас кто-то появился. Она хочет, чтобы вы были один, потому что она допускает мысль, что а вдруг еще можно как-то подлезть и как-то помириться. Есть такая мысль, но пока она ее не реализовывает, потому что она боится. Она, ну, как бы она себя очень сильно сдерживает, да, вот она продумывает. Пока это на уровне мыслей, на уровне ее каких-то хотелок. Она прекрасно понимает, что она вас обидела. Она прекрасно понимает, что вряд ли вы простите ее. И поэтому она как-то вот не решается. Она может подлезть через какую-то хитрость, я вам скажу, так что будьте осторожны. Вот что-то она может придумать, вот через какой-то обман подлезть. Причем это будет какой-то, знаете, обман изощренный. Причем даже, знаете, вот я не исключаю, что может быть даже ее поход, ну, каким-то там колдуньям, да, вот гадалкам, которые магией занимаются. Все вот эти привороты, отвороты, ну, даже через это может быть и через какое-то питье что-то вот начудить. Поэтому, если будете где-то там есть, пить что-то в одной компании, может быть, там или в гости, там она придет, вы, может быть, ходите в гости, да, если вы кто-то общаетесь с бывшими, то очень осторожно. Хотя, в общем-то, я бы сказала, что у вас особого желания нету общаться. Ну, настолько у вас велика вот эта боль и обида,
что, я думаю, вы не захотите с ней быть. Вот она хочет, она ревнует, она даже вот в чем-то подсматривает, да, как будто следит за вами. Она выспрашивает каких-то, может быть, общих знакомых, да, вот она смотрит по мессенджерам, там, когда вы где были, во сколько. Она может с левых страничек смотреть в соцсетях. Ну, то есть, вот это вот, знаете, такой своего рода мониторинг вашей жизни. Так, давайте-ка вот уточним все-таки. Остались ли у нее чувства к вам, если она так себя ведет? Прямо интересно. Нет, чувств здесь не осталось. Здесь страхи о будущем. Вот почему она ревнует. Потому что у нее сейчас личная жизнь не складывается. Она просто испугалась про свое будущее. Потому что раньше вот вы ее как бы снабжали, да, обеспечивали многими вещами. И финансами в том числе. Сейчас у нее просто банальный страх, как она будет жить дальше. Сейчас она осталась с разбитым сердцем. Вот она не знает, как она будет жить, за какие деньги, где она будет все вот эти свои шубы, побрякушки, может быть, там покупать, да, вот то, что она раньше имела, сейчас она, ну, она не может себе позволить. Поэтому ее начало тянуть к вам, да, ну, это не по большой любви однозначно. Обычно женщины, которые находят, допустим, себе другого мужчину, с которым они счастливы, они про бывших, поверьте, они забывают в тот же миг, потому что, ну, это свойство психики любого человека. Когда тебе хорошо с другим человеком, да, ну зачем о ком-то там бывшем думать? Это нормально, это природа. А здесь у нее не ладится, у нее нет ни мужчин, у нее нет личной жизни, да, у нее нет особых таких прям доходов, когда она могла бы себя чем-то так побаловать, чем раньше вы могли. То есть у нее чисто корыстные цели. А вдруг получится с вами снова быть? И смотрите, вот, ребят, вот я обращаюсь к тем, кто хочет помириться, да? Я прекрасно знаю, что вот я читаю ваши комментарии, за что вам большое спасибо, все ваши трогательные истории, я все читаю. Смотрите, кто из вас, может быть, еще холит, лелеет надежду помириться с бывшей? Вот смотрите, если бы вы с ней помирились, у вас снова начнется то же самое. Она не поменяется. Вот я просто захотела уточнить, да, вот что будет, вот если бы вы помирились. Точно такие были бы скандалы, обман был бы, постоянные придирки. Ну, то есть это жизнь как на вулкане, плюс вот это все вранье, да, походы налево-право. Ну, то есть, ну, человек не меняется, это всегда говорю. Это вам скажет любой психолог. Ну, человек не меняется, он может поменяться только сам, если сам захочет. И если будут для этого веские причины и серьезные какие-то обстоятельства, и то кардинально, ну, не поменяется человек. Это нужно, чтобы, ну, что-то такое сверхъестественное случилось, чтобы просто вот захотеть поменяться. Будет вот точно так, вот, да, вот, ну, на ножах вы будете, как и были. Все будет точно так. Я вот говорила не один раз уже в своих видео. Для тех, кто хочет вернуться. Вы возвращаетесь в ту же точку, из которой вы разошлись. Вы не в начало отношений возвращаетесь, ребята, кто еще холит, лелеет надежду. Я понимаю, что тяжело вырвать из сердца, да, это сложно, я все прекрасно понимаю. Но вы возвращаетесь в ту точку, где вам было тяжело, больно, обидно. И вы возвращаетесь в то же состояние, когда вы помните все вот эти пакости, все обиды, которые вам делали, там, предательство и так далее. Вы это все будете помнить, и поэтому, ну, не смогут сложиться отношения такие, как они были в начале, ну, в начале вашего знакомства, я имею в виду, в начале ваших отношений. Но не бывает, не зря говорят, что дважды в одну реку невозможно войти. Да, можно войти в одну реку, но вода будет уже совершенно другая, да, потому что течение есть. Вот просто подумайте, да, вот разбитую чашку можно склеить, но она не будет такой красивой, трещина все равно останется. Ну как не полируй там, да, ее можно заделывать, но все равно это будет уже не та чашка, это будет не новая чашка. Поэтому, ребят, подумайте.
А нужно ли это вам? Может, все-таки перестрадать, переболеть и идти в новую жизнь с новой женщиной? Стоит ли вашего внимания женщина, которая вас предавала? Я считаю, не стоит. Все-таки вы мужчины, любите себя, цените себя, не позволяйте никогда вытирать о себя ноги. Позволите один раз вытереть ноги, а вас и второй раз вытрут ноги, и пятый, и десятый. И запомните, как мы позволяем к себе относиться к нам, так и относятся. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!